Всем привет! Еще одно упражнение, как я говорила, из серии рисования декоративных элементов на иконе. И советую рисовать это всем, кто изучает технику акварели, технику темперы, рисования темперой. Это не имеет значения, в какой именно технике вы будете работать, потому что эти упражнения вам пригодятся в любом варианте. Вот я сделала такой ствол дерева. Пока он просыхает, я рисую следующий ствол дерева. И когда будет просыхать этот ствол дерева, я буду рисовать растительность на предыдущем изображении. Для тех, кто не смотрел еще мои предыдущие видео, я хочу повториться, что я создала группы в Фейсбуке и ВКонтакте. Кому где будет удобно, подписывайтесь и используйте те материалы, которые я буду постепенно там выкладывать для рисования. И эти образцы, если кто-то хочет повторить за мной, и кроме того я буду выкладывать образцы из разных книг, вы их можете также использовать для своего творчества. Позже я буду рассказывать о работе с прорезями, о том, как делать перевод разных изображений из книг, из компьютера на свою рабочую плоскость. Поэтому всем, кому интересно, подписывайтесь на канал и следите за моими видео. Такие небольшие упражнения, если вы будете на каком-то... Такие небольшие упражнения, они вам очень-очень помогут в будущем. И неважно, будете вы писать иконы или не будете. Я сейчас работаю с акварельными красками, но если вы, например, работаете с поливинилоацетатной темперой, о которой я также еще буду рассказывать, о ее особенностях работы с ней и чем она отличается от яичной темперы. Вот я здесь вам еще показываю такие элементы растительности, как трава. Ее тоже можно делать, или можно сделать такой маленький кустик. Здесь вы можете сами фантазировать. Если вы будете много смотреть, оно у вас отложится в подсознании, и вы после того, как вы поработаете с такими вот упражнениями, вы потом сможете очень свободно и комфортно себя чувствовать при изображении на любой плоскости, при работе с картиной, иконой, что бы вы ни делали. Я вот, например, уже просто то, что я когда-то рисовала, оно у меня отложилось в голове, и я могу это делать, несмотря на образец. А я могу это делать уже не глядя на образец.
Вот попробуйте такие разные упражнения, они очень легкие. Боже, я тут запуталась. Ой, я здесь немножко запуталась, но... Можете даже посмотреть вокруг себя, какие у вас растут, какая вокруг вас находится растительность, и попробовать ее трансформировать в такие вот какие-то декоративные элементы. Вот как бы вы это сделали самостоятельно, не глядя на образец. Но это уже лучше делать после того, когда вы какое-то время поработаете с переработкой готовых изображений. Просто вот покопируйте. У меня столько для вас очень много, мне для вас хочется очень много снять интересных видео. Просто я, естественно, чисто физически не могу это быстро сделать, но я надеюсь, что это все получится постепенно, потому что я хочу рассказать о своем опыте работы с копированием, как это хорошо отражается на работе вообще, насколько копирование вот может помочь в достижении каких-то результатов, причем очень быстро, потому что какой-то период, я не буду говорить, что у меня там было очень много учеников, у меня не было очень много учеников, я никогда к этому не стремилась, но я приобрела определенный опыт, которым могу с вами поделиться. И именно копирование дает, работа с иконой, копирование дает положительный результат и в работе с другими техниками. Вот. Спасибо всем за внимание и до новых встреч и творческих удач.